То, что сейчас происходит с биткоином, выглядит странно. Если смотреть на график поверхностно, вроде бы ничего особенного, но если присмотреться, мы заметим кое-что странное. Почти каждый день одна и та же история. Биткоин растет ночью, держится утром, и ровно в момент открытия рынка США его резко проливают. Немедленно, не по новостям, а за 10-20 минут. И так происходит с начала ноября. Ровно тот же сценарий мы видели во втором и третьем квартале. И это уже не совпадение, это паттерн. Такие движения не происходят сами по себе, и за ними всегда кто-то стоит. Да, все эти манипуляции делаются скрытно, но вот компания Jane Street попалась на схеме дампа цены биткоина, которая позволяет ей выжимать ликвидность с рынка и откупать на просадках, за счет чего биткоин и не может сейчас вернуться на те уровни, которые были до падения цены в октябре, поскольку фонды еще не накопили нужное количество монет по более низким ценам. И знаете, почему сейчас это очень важно? Сильные руки не покупают, пока вы держите. Их задача заставить вас продать. Через страх, через проливы, через ощущение, что все потеряно. И только когда монеты переходят в нужные руки, рынок получает тот самый памп, за которым потом бегут все. Большим игрокам выгодно сейчас держать биткоин в нижних диапазонах, чтобы еще больше раздуть тейк о начале медвежки. Поэтому, друзья, в этом видео мы поговорим о том, о чем в крипте редко говорят прямо, о манипуляциях больших игроков, о том, как фонды и алгоритмические компании управляют ценой, а розница просто попадает под раздачу. Вы узнаете, как Jane Street, одна из самых закрытых и влиятельных торговых фирм в мире, дампит биткоин для своих покупок. Я отвечу, почему биткоин часто падает ровно в 10 утра по Нью-Йорку, почему в этот момент сгорает большая часть лонгов и выбиваются стопы, возможно, это правда случайность, или кто-то реально знает, в каких диапазонах находятся наши позиции. И самое главное, разберем, насколько вероятным сейчас является начало полноценной медвежки, учитывая, что в начале недели биткоин зафиксировал резкий скачок цены. Перед просмотром обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал, ведь наша цель пробить 100 тысяч до конца этого года. Также пишите комментарии, и $10 за комментарий под прошлым видео забирает этот зритель. Вам желаю приятного просмотра, вы на канале Coin22, с вами Влад, мы начинаем. Итак, друзья, перед сегодняшним заседанием ФРС биткоин поднялся выше уровня 93 тысячи. Если, например, и так понятно, что ставку снизят на 0,25%, то вот комментарии Пауэлла остаются под вопросом. Но их оперативно опубликуют редакторы моего телеграм-канала, ведь мы всегда первыми публикуем его тезисы. Также перед скачком биткоина я выкладывал сделки китов, которые залетали в лонги. Наш телеграм — это самый полезный канал, ведь там есть все, что нужно знать каждому криптоинвестору. Поэтому, если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Тем временем биткоин уже не первый месяц ведет себя одинаково. Ночью и утром цена спокойно растет, а ровно в момент открытия рынка США происходит резкий слив. На днях биткоин буквально за 20 минут отдал весь рост, который формировался почти 16 часов. И это не единственная ситуация. С начала ноября такой сценарий повторяется почти каждый торговый день. Абсолютно такая же картина наблюдалась во втором и третьем квартале. Это паттерн слишком стабильный, чтобы быть случайностью. Каждый раз все выглядит одинаково. Резкое падение сразу после открытия американской сессии, затем пауза и медленное восстановление цены, без новостей и без резких движений. Это указывает не на эмоции рынка, а на работу алгоритмов. Открытие рынка США — это момент максимальной ликвидности. Именно в этот момент на биткоин приходится почти половина суточного объема торгов. В рынок заходят ETF, и фонды, и крупные институциональные игроки. Для высокочастотных трейдеров это идеальное условие, чтобы с минимальными усилиями краткосрочно двигать цену. Механика простая. Сразу после открытия в рынок выбрасываются объемы, и цена резко падает на 1-2% за считанные минуты. В этот момент массово собираются стоп-лоссы, ликвидируются лонги, и до 60-70% внутридневных ликвидаций зачастую происходит именно в первые 30 минут американской сессии. Цена опускается в зону ликвидности, где заранее стоят крупные заявки на покупку. После этого начинается постепенный и спокойный выкуп. Именно поэтому падения всегда резкие, а восстановление растянутое по времени. Это все больше указывает на участие Jane Street, одной из крупнейших HFT фирм в мире. Это компания, которая специализируется на алгоритмической торговле, арбитраже и работе с ETF. Их скорость микросекунды и капитал десятки миллиардов долларов. По рыночным оценкам сейчас компания держит около 2,5 миллиардов долларов биткоин ETF от компании BlackRock. Это одна из крупнейших позиций. Важно понимать, что такие игроки не покупают биткоин напрямую в рынок. Они давят цену через фьючерсы и ликвидность, а накопление позиций ведут через ETF, арбитраж и внутренние механизмы расчетов. Поэтому эти покупки часто не отображаются напрямую в ежедневных притоках ETF, создавая иллюзию отсутствия спроса. Из этого возникает парадокс. Цена падает, приток в ETF выглядит слабым, но рынок не ломается и быстро выкупается. Это не отток капитала, а распределение. Но как большим игрокам удается продавать дороже и покупать дешевле? Кто по итогу покупает по высоким ценам? Ликвидность в этот момент не появляется из воздуха. Ее создает сама структура рынка. Когда начинается движение вверх, рынок автоматически включает несколько источников ликвидности. Во-первых, это ликвидации. Закрытие шорта – это принудительная покупка по рынку. Человек ничего не решает. Система покупает за него по любой доступной цене. Чем быстрее растет цена, тем больше таких принудительных покупок появляется. Во-вторых, это маркетмейкеры и алгоритмы. Их задача поддерживать рынок и балансировать позиции. Когда цена выходит из диапазона, им нужно хеджироваться, закрывать дельту, выравнивать книги ордеров. Для этого они обязаны покупать, даже если цена уже высокая. Это механическая ликвидность. Она включается автоматически. И в-третьих, это розница. Рост сам по себе создает покупателя. Когда цена начинает уходить вверх, люди боятся не успеть. Заходят по рыночным заявкам, просто чтобы быть в движении. Это
самый дорогой и самый удобный покупатель, потому что он не торгуется за цену. Плюс добавляются пассивные потоки. ETF, фонды, автопокупки, DSA-стратегии. Они заходят по времени, а не по уровню. Им не важно дорого или дешево, им важно быть в рынке. Эти деньги тоже дают постоянный спрос на рост. И самое важное, ликвидность сверху появляется после движения, а не до него. Пока рынок стоит, покупателей не видно. Как только цену сдвигают, ликвидность начинает появляться сама. Через ликвидации, алгоритмы, ФОМО и системные покупки. Поэтому крупным игрокам не нужно заранее искать, кому продать. Им нужно запустить движение, а дальше рынок сам создает нужный объем ликвидности, в котором они разгружаются и покупают дешевле. Так если они покупают через ETF, почему же нет притока? Большинство смотрит на приток в ETF и думает так: если фонды покупают биткоин, в ETF должен быть приток. Если притоков нет, значит никто не покупает. Но ETF так не работает. Приток показывает не покупку биткоина, а изменение количества паев. Это ключевая разница. Приток появляется лишь в одном случае, когда создаются новые паи. Тогда BlackRock реально идет и докупает биткоин под эти паи, из-за чего в статистике мы видим приток. Но есть второй режим, о котором почти не говорят. Это перебалансировка и арбитраж. В этом случае новые паи не создаются, а биткоин просто перераспределяется внутри системы, между фондами, маркетмейкерами и крупными участниками. В отчетах ETF 0, хотя накопление идет. И самое важное, крупные фонды чаще всего используют именно этот вариант. На практике одни давят цену через фьючерсы, выбивают стопы, создают локальные проливы, параллельно выкупают ETF у других игроков и получают биткоин через внутренние расчеты. Биткоин уже есть в системе, его не нужно покупать заново на рынке, его просто перекладывают, поэтому в ETF статистике тишина. Это делается специально, чтобы не светить набор позиций, не создавать фома и не толкать цену вверх раньше времени. Умные деньги покупают тихо, и получается отсутствие притока в ETF не означает отсутствие покупок. Крупный капитал может накапливать биткоин каждый день, и вы этого не увидите. Именно поэтому мы видим одну и ту же картину. Резкий пролив, тишина в ETF и медленный рост цены. И получается, что фонды будут держать биткоин в этом диапазоне столько, сколько им будет нужно, потому что в этом диапазоне они хотят сделать большое накопление. В это время будут чистить слабые руки, ликвидировать лонги, и за счет этой ликвидности большие игроки будут накапливать. Но для нас самое главное, что пока они покупают, нам не стоит верить в настоящий медвежий рынок. И перед тем, как мы разберем, жива ли сейчас бычка, или все-таки идет подготовка к настоящей криптозиме, хочу на минутку остановиться и рассказать вам про один телеграм-канал Vagger Trading. Сразу обозначу важный момент. Это не канал про кнопку бабло и не история про ежедневные иксы. Здесь сделают акцент на структуру рынка, понимание контекста и работу от уровней, то есть на то, что реально имеет значение в трейдинге. Особенно, когда рынок становится нервным и нестабильным. Что мне понравилось в этом канале, здесь не загоняют в сделки. Часто прямо пишут, что лучше поставить вне рынка, если нет понятного сценария. Показывают, где есть интерес крупных участников, где ликвидность, где повышенный риск, а где можно искать аккуратные входы. Это сильно помогает держать голову холодной и не торговать из-за фома. Отдельно хочу сказать и про их новогодний торговый марафон, который сейчас стартует на канале. Формат очень простой, при этом полезный. Весь процесс торговли показывается поэтапно, от идеи ожиданий до входа, сопровождения и итогов, с разбором ошибок, рисков и логики решений. Это не сигналы ради сигналов, а именно обучающий формат через реальную торговлю. Для новичков это возможность увидеть, как мыслит трейдер, а не просто куда он нажал кнопку. А для тех, кто уже торгует, способ сверить свое видение рынка, где вы ошибаетесь и где наоборот все делаете правильно. Особенно актуально это сейчас, под конец года, когда на рынке большая волатильность, рынок может выбивать стопы на ровном месте. И именно в такие моменты дисциплина и риск-менеджмент решают больше, чем любая стратегия. Канал бесплатный, с большой аудиторией, обновляется регулярно, можно просто зайти, посмотреть и оценить работу автора, а уже после делать свои выводы. Ссылку на канал я оставлю в описании под видео. Ну а мы давайте разберем ключевые уровни и возможные сценарии движения биткоина в ближайшее время. Несмотря на то, что биткоину удалось закрепиться выше уровня 90 тысяч, разговоры о медвежке никуда не ушли. Сегодня многие переживают, что биткоин сломался, что рост закончился и мы опять уходим в медвежку. Но если смотреть на реальную статистику, макроданные и исторические циклы, становится ясно, бычьего рынка не будет. Мы находимся в середине бычьего цикла, в фазе накопления и распределения капитала. И давайте разберем почему. Начнем с истории. На каждом предыдущем цикле биткоина была одинаковая структура. После халвинга цена не улетала сразу, а входила в фазу боковика и локальных коррекций. Так было в 13, 17 и 21 годах. Средняя глубина коррекции в середине цикла составляла минус 20, минус 35%, и рынок проводил в этой зоне от 60 до 120 дней. Текущая коррекция всего около 20% и длится меньше 3 месяцев. Это абсолютно нормальная срединная фаза тренда, а не разворот вниз. Теперь посмотрим на ончейн данные. Индекс MVRV, который я очень часто разбираю в видео, сейчас находится в диапазоне 1.8-2.1, тогда как в медвежьем рынке он опускается до уровня 1.0 и 1.2, а на пиках бычки поднимается выше 3.5 и 4, то есть мы примерно в середине исторического диапазона. Количество монет на биржах продолжает падать, минус 110 тысяч биткоинов за последние 90 дней. Инвесторы выводят монеты в холодные кошельки, а не избавляются от них. Киты не продают, они покупают. По данным Glassnode, адреса с балансом от 1000 биткоинов увеличили свои запасы на 4% за последние 2 месяца. Это крупнейший рост с начала 2021 года. С притоком капитала в ETF сейчас проблемы, но при этом мы не наблюдаем большие оттоки, что очень важно. Макроэкономика тоже не дает медвежьего сценария. ФРС уже 2 квартала подряд сокращает темпы ужесточения, а если посмотреть на историю, то каждый цикл
цикл смягчения монетарной политики приводил к росту рисковых активов, включая биткоин. А теперь ключевая часть – фаза накопления и перераспределения. То, что мы видим сейчас, это не падение спроса. Это механическое движение, вызванное крупными игроками, которые аккумулируют ликвидность. Резкие проливы на открытие США, отсутствие ярких новостей, скучный боковик – это классическая серединная фаза бычьего цикла, когда сильные руки перекладывают монеты от слабых. На блокчейне видно, что розница продает. Она сократила свои балансы на минус 6% за последние 45 дней. Эти монеты почти мгновенно выкупают крупные адреса, а также большие фонды. Это наглядный пример перераспределения капитала перед следующей фазой роста. И получается вывод простой и жесткий. Медвежьего рынка не будет. Все ключевые данные – биржевые, ончейн, ETF, макростатистика и в целом историческое движение говорит о том, что мы находимся в середине бычьего цикла. Сейчас идет тихая фаза накопления и перераспределения, когда сильные руки собирают монеты, выбивая слабых на каждом проливе. Когда эта фаза закончится, то рынок перестанет стоять и снова продолжит движение вверх. И те, кто сейчас продает из-за страха, потом будет покупать дороже, как это всегда бывает в середине бычьего цикла. Если собрать все вместе, структуру рынка, ончейн данные, ETF-механику, поведение фондов и макроновости, у биткоина сейчас есть несколько возможных сценариев. И все они сходятся в одном – рынок не находится в медвежьей фазе. Самый вероятный сценарий – это продолжение накопления. Цена может еще некоторое время стоять в диапазоне, делать резкие локальные проливы, особенно на открытии рынка США. Такой рынок утомляет, заставляет сомневаться и очень сильно давит. Но именно так выглядит фаза перераспределения капитала, когда розница постепенно выходит, а крупные игроки продолжают аккуратно набирать позиции. И всегда именно такие периоды шли перед сильным импульсом роста. Возможен и более жесткий сценарий – глубокий пролив, который будет выглядеть как начало новой медвежки. Цена может уйти ниже ключевых уровней, появится резкий негатив в новостях и снова заговорят о криптозиме. Но при этом фундаментально ничего не изменится. Халвинг уже прошел, макроусловия не ухудшаются и ончейн данные не показывают массовых продаж со стороны китов. В таком случае это будет не смена цикла, а финальный сброс ликвидности и выдавливание последних слабых рук перед разворотом вверх. Есть и сценарий более резкого выхода вверх. Если крупные игроки посчитают, что объем уже набран, давление может исчезнуть очень быстро. Тогда рынок просто выйдет из диапазона, начнет ускорение, вернется фома и многие окажутся вне позиции, потому что такие движения обычно не дают времени на спокойный вход. И самый маловероятный вариант – полноценный медвежий рынок. Для него нужны одновременно жесткая политика ФРС, сокращение ликвидности, серьезные макроудары и массовые продажи со стороны крупных держателей. На текущий момент ни один из этих факторов не подтверждается данными. Сейчас рынок делает все, чтобы создать ощущение, что роста больше не будет. Скука, проливы, отсутствие быстрых движений, постоянные сомнения – это типичное состояние середины бычьего цикла. В этот момент слабые руки продают, силы накапливают, а цена кажется мертвой. И ранее после таких фаз и начинались самые сильные движения, и поэтому независимо от данных сценариев, хотя я больше склоняюсь к первому, нам ни при каких условиях не стоит выходить с рынка. Кстати, локальному росту во вторник также есть объяснение. Биткоин резко вырвался вверх и пробил отметку 94 тысячи, тем самым завершив почти недельный застой в диапазоне 88 и 92 тысячи. Рынок несколько дней буквально стоял на месте. Объемы были минимальные, волатильность подавлена и создавалось ощущение полной апатии. Но 9 декабря все изменилось за считанные минуты. Цена резко ускорилась и вышла за пределы диапазона, который сдерживал рынок почти неделю. Важно, что этот прорыв не был постепенным. Он произошел резко и агрессивно, что сразу указывает, движение началось не с розницы. Данные торгов показывают значительный приток средств на институциональные и биржевые кошельки в течение часа до роста. Несколько крупных кастодиальных адресов за короткое время аккумулировали тысячи биткоинов, что говорит о раннем входе игроков с большой ликвидностью, еще до того, как рынок начал двигаться публично. Когда цена вышла за верхнюю границу диапазона, книги ордеров быстро опустели. Предложений на продажу выше сопротивления оказалось мало, а спрос оказался агрессивным. Это резко изменило рынок. Движение ускорилось и началось массовое закрытие коротких позиций, так называемый шорт-сквиз. За последние 12 часов ликвидации по всему крипторынку превысили 300 миллионов долларов. Из них более 46 миллионов пришлись на биткоин и около 49 миллионов на эфир. Причем подавляющее большинство ликвидаций – это шорты, что подтверждает, мы увидели не спокойное продолжение тренда, а тот самый шорт-сквиз. После каскада стопов цена начала расти почти вертикально. Дополнительный импульс рынку дала еще одна новость. Управление контролера денежного обращения США подтвердило, что банки могут участвовать в криптооперациях без прямого владения активами, выступая посредниками в потоках. Это серьезно расширяет институциональный доступ к рынку. И крайне важно, что это решение появилось всего за несколько часов до прорыва, что частично повлияло на позиционирование крупных игроков. Тем временем рынок уже закладывает ожидания по решению ФРС. Ставку, конечно же, снизят, и все внимание будет направлено на комментарий Пауэлла. Он, вероятнее всего, подведет итоги этого года и, возможно, даст свои прогнозы уже на следующий. И в данном случае политика ФРС играет очень важную роль, потому что недавно Трамп заявил, что новый глава ФРС Кевин Хассет, который придет в мае, будет снижать ставки. И это то, друзья, что мы с вами обсуждали ранее, вот в этом видео. Именно поэтому после резкого рывка цена удерживается вблизи внутридневных максимумов, несмотря на рост волатильности и распределение финансирования на рынке деривативов. А теперь главный вопрос, что же дальше? Если спрос сохранится после выступления Пауэлла, то рынок может продолжить движение и развивать импульс. Если же начнется фиксация прибыли, а это очень вероятно, потому что рынок переваривает
в комментарии Паула, цена может просесть, и мы снова увидим консолидацию и небольшую паузу. Но сам характер движения ясно показывает, это был локальный выход из накопления, запущенный крупным капиталом, а не случайный всплеск. Сейчас рынок явно не сломан и он не умирает. То, что мы видим в последние месяцы, а именно проливы на открытии США, отсутствие явных идей притоков, длительные боковики и резкие импульсы, это не хаос и не слабость, это работа структуры рынка и крупных игроков. Фонды, а также институционалы не покупают так, как покупает розница. Они не гонятся за ценой и не создают шум. Они накапливают через перераспределение, деривативы, ETF-механику и ликвидность, заставляя рынок выглядеть пустым и неинтересным. Именно поэтому многие продают слишком рано, из-за страха, скуки или ощущения, что рост уже не вернется. Последний рывок выше уровня 94 тысячи показал самую важную вещь. Как только накопление замедляется, рынок меняется за минуты. Пробои, ликвидация шортов, резкое ускорение и отсутствие предложения. Все это признаки того, что движение запускает сильные руки, а не толпа. Поэтому сейчас важно не ловить каждый пролив и не верить в конец цикла на каждом откате. Важно понимать, где мы находимся. А мы находимся в середине бычьего цикла, в фазе перераспределения, где большинство теряет терпение, а меньшинство формирует позиции. Поэтому, друзья, не дайте большим игрокам сломать вашу стратегию. Все, что хотят сделать манипуляторы, это заставить вас продать сейчас, вызвать эффект фома и продать вам ваши монеты по высоким ценам. Конечно, это звучало бы как теория заговора, но, к сожалению, это происходит не первый год и уже далеко не первый раз. Так что, думаю, главный посыл сегодняшнего ролика вы точно поняли. Если же у вас остались вопросы, или, возможно, вам есть что добавить по этому поводу, пишите в комментариях. Также ставьте лайки, подписывайтесь на Telegram, ведь, возможно, там сейчас уже есть тезисы Паула. И с вами, друзья, мы увидимся уже в следующем видео. Поэтому вам желаю удачи, до скорых встреч.